Герои программы «Кадры из жизни» Раджагопал и Суджата родились и выросли на юге Индии. Они вегетарианцы с рождения, так как воспитывались в семьях браминов, высшей касты жрецов. Устроив традиционную индийскую свадьбу, супруги переехали в Россию, где живут и развиваются уже более 23 лет. Гопал – предприниматель, Суджа – финансист. Они влюблены в Россию, но продолжают распространять и поддерживать культуру Индии. Являются волонтерами благотворительного фонда «Иша», основанного всемирно известным мистиком и общественным деятелем Садхгуру. Гопал, Суджита, расскажите, пожалуйста, о вашем вегетарианстве. Я знаю, что вы из семьи браминов. Да. Это высшая каста. И у вас принято избегать мясных продуктов. Я могу так сказать. Когда я родился и я вырос в моем городе, дальше люди, которые ели мясо или там мясное, или даже курица, яйцо, они раз в неделю кушали. Вот всегда принято, что в воскресенье они кушают. И так большинство, я даже не знал, где есть ресторан, где можно кушать невегетарианскую пищу. А у вас какая история? Аналогично, тоже с того же каста. Для начала скажу, каст это не совсем по экономический статус или еще что-то. На самом деле это по профессиям было разделение. Там плохого ничего нет в разделении кастов. Просто в зависимости от профессии разделялись люди в группах. Это называли кастом. Но брамины – это люди, которые более академические профессии, кто преподавали, кто там веда учили люди. И, соответственно, они стали вегетарианцами, потому что есть мясо или курица или что-то другое. Это мешает процесс духовности, развития, веда, произношения. И энергия совсем другая. Люди, которые там занимаются, например, боевыми искусствами, им, может быть, требуется другая пища. Да? А те, которые преподают веды, нужна другая энергия. И там, соответственно, вегетарианство поддерживает, помогает процессу. И, следовательно, мы, как брамины, как вы сказали правильно, ели только вегетарианские пищи. Это не только наше поколение, а предыдущие несколько поколений. Вот и привычка в нашей семье есть только вегетарианские пищи. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в России, в Москве? Я в конце 94 году приехал, я в фирме работал, остров Малта. И оттуда меня отправили сюда, чтобы работать. Эта фирма, международная фирма была. И меня отправили сюда, в Москву. И так я попал в Москве. И потом я женился, и она в 98 году приехала сюда, в Москву. То есть вы случайно, да? То есть вы работали на Мальте, да. И вам сказали, предложили переехать в Россию, да. и вы переехали, да? Я первый приехал в феврале 94 года. Мне не понравилось. Здесь зима, и очень тяжело было, как-то солнца нету, и как-то непривычно было для меня. И я здесь неделю был и уехал. И сказал, что наверняка мне не могу там жить. Согласились, они сказали хорошо. И потом еще раз командировка приехала в июнь месяц, в конце июня. А летом и зима это здесь совсем другая картина. Летом было вообще прекрасно. Вообще я просто приехал на 3 дня и остался. Мне очень понравилось. И я сказал, что я могу здесь жить. Я жила в Индии, работала в нефтяной компании, все прекрасно. И тут уже решили, что пора выйти замуж мне. Моя сестра, которая живет в Америке, в то время жила, начала искать подходящего жениха. И тут по интернету она нашла как резюме Гопала, что он кандидат, готов жениться на подходящую девушку. И его данные, соответственно, его квалификации, профессии, чем он занимается, какой у него рост, какой у него вес и так далее. Подробно там все расписано. Увидев это, у нас квалификации одинаковые были в то время. Мы оба профессионалы в финансовой деятельности.
И сестра решила, что он подходит по профессии и еще по касту тоже подходит. И поэтому не будет никаких конфликтов по традиции, по диете и так далее. А почему сестра искала? Или вы тоже искали? И просто сестра быстрее нашла? Но обычно родители ищут. То есть не вы, а вот кто-то? Да, кто-то другое находит. Но сами тоже находят. Это тогда уже по знакомству влюбились и решили жениться. А тут как бы они решили организовать, так как я не специально искала, просто по жизни я не встречалась с человеком, за который бы я захотела выйти замуж. А тут сестра, как бы, как старшая, решила помочь мне найти подходящего человека. И порекомендовала моим родителям, что есть такой потенциальный жених. И потом уже родители созвонились и начали обсуждать, обменялись гороскопами, отправили на сравнение, на астрологу. Они проверили, сказали, что совместимы. Там чуть не 9 из 10 возможных пунктов сошлись. И они сказали, что пара будет очень хорошая с точки зрения совместимости. Вот потом их родители приезжали к нам домой, мы познакомились. А все равно на этом не конец. Я как бы более современная девушка. И пока не встретилась с ним, я не готова была принять никакого решения. И вот Гопал приехал к Суджите. Вот вы сидите, видите друг друга первый раз. Какие мысли, какие чувства? Как вы поняли, что да, надо брать? Я как-то сразу решил. Я просто поговорил с ней, беседовал. Ну, я не знаю, сразу я решил, что я хочу жениться. У меня такого... Ну, вы же раньше тоже девушек каких-то видели, да, я наверное, видел. разговаривали. Почему-то мне как-то... Я всегда настроен был, мне нужно очень много общего что-то. Я не готов был бы совсем незнакомые культуры или незнакомые ситуации. Я не хотел жениться, я хотел, чтобы мне знакомые должно быть. Поэтому в этом у меня было конкретное вот это. Поэтому я пошел, я сказал родителям, что я хочу так. И когда вот я с ней видел, у нас очень много чего общего было, да, вот по профессии, со всеми много... По мировоззрению, можно сказать. Да. Мне понравилось, я сразу сказал ей, да, я хочу, но она ничего не ответила. И потом там через несколько дней сказали, да, хорошо. А какие ваши были впечатления? Ну, мы как бы обсуждали всего час, и чтобы принять решение за час, я как-то побаивалась. Все-таки незнакомый человек, и вся жизнь впереди, как можно принять решение, потому что тут, понимаешь, раз согласилась, нет уже обратного хода. То есть, если вышла замуж, это считается на всю жизнь, как бы. Потом уже передумать нельзя. Поэтому я побаивалась, чтобы не ошибаться в решении. Поэтому я немножко хотела тайм-аут взять. Отец мой уговорил, то есть мы решили, как бы, как это называется, обручиться или как это, помолвку. Решили пару месяцев спустя уже помолвку сделать, а потом через 5 месяцев уже свадьба. То есть отец меня успокаивал, то есть у тебя будет это время, чтобы познакомиться с этим человеком, понимать друг друга получше, потом уже принимайте решение, что да, 100% мы как бы играем свадьбу. Вот так, тут я уже согласилась, потому что на первом взгляде он тоже мне понравился, и много чего общего, как он рассказывал. Все равно я боялась, чтобы не ошибаться, и решила перестраховаться. Как вы думаете, вы приняли верное решение, когда решили быть вместе, создать семью? Да, конечно. Обязательно. Безусловно. Иначе бы не продержались столько лет. А в чем
сила Гопала? Я бы сказала, он спокойный человек. От него не получишь резкой реакции. Он стабилен такой. Я более такая, более, можно сказать, активная или продвижная, или не могу объяснить, но я могу реагировать побыстрее, резко, а он более спокойный. В чем женская мудрость? Женская мудрость – это сложно описать, это может быть интуитивность какой-то, который, интуиция – это на самом деле решение, которое ты принимаешь несознательно с набранной знаний, опыта. Это и есть, я считаю, женская мудрость, интуитивность. А в отношениях, в семье, с мужем? Тоже интуиция? Я думаю, что это больше терпение. А вы можете сравнить, наверняка можете сравнить русских и индусов? В чем общность? Я думаю, что есть общие какие-то черты. Да, безусловно. Вот как вы думаете? Я думаю, что нет разницы между русскими и индусами. Вот как мы общаемся, очень многие русские, когда язык знаешь, когда ты можешь откровенно разговаривать, по эмоции они почти как индусы, очень эмоциональные люди. Вот, когда просто незнакомые, когда я сюда приехал, и все как бы сказали, что ой, они не открыты, даже не улыбаются и так далее, да. Вот я тоже так и думал, а почему не улыбается, почему там это? Я вот вижу в Америке, вот все улыбается и разговаривает, это все поверхность, да, вот просто не с души, просто, чтобы быть, или показаться так, они добрые, цивилизованные, да, вот всегда говорят спасибо, всегда улыбаются, всегда разговаривают. Ничего глубже нету. А здесь, вот когда я начал разговаривать на русском языке, у меня друзья много в обществе, да, я вот когда начал разговаривать, обсуждать, я уже понял, что очень эмоциональные люди и очень глубоко дружба или отношения очень уважает. Поэтому я просто не вижу разницы между Индией и Россией. Вот, русские или индусы. Такое мое мнение. Я соглашусь 100%. Мой опыт тоже, в этой стране 20 лет, то же самое показывает, что в конце концов мы все один народ, то есть ничего другого нет. Эмоциональные люди такие же и ценят отношения, это самое главное. И очень теплый народ, и стараются, как встречаются с людьми, все лучшее, хотят отдать им, поделиться с ними, принимают как свое. Главный барьер, почему такая репутация, я считаю, за языка, потому что не понимаем друг друга и, соответственно, не понимаешь людей. А как переходишь этот барьер, мы все одинаковые. Вы быстро выучили русский, да? Я за пару месяцев уже научилась общаться понемножку. Первое время, конечно, было очень трудно, когда я приехала в страну и не знала ни слова. И как выходила на улицу, люди спрашивают время, я не могу говорить, какое время. Помню даже случай, когда я оказалась в трамвае, бабушка подошла ко мне, спрашивает, сколько сейчас время. А я поняла вопрос, отвечать не могу. Я как собака на нее смотрю, понимаю все, а ответить не могу. Я показываю часы, а она без очков не видит. Я выговорить не могу. Мне было стыдно. А потом постепенно выучила, проходила курс для подфаки, который для студентов в университете. 4 месяца проходила этот курс, и потом у меня появилась уверенность поговорить. Поняла, как строится предложение, грамматику немножко выучила. А потом уже со временем набрала словарный запас.
Ну, для нас, для индусов, разный язык – это просто заложено наше в генетике, да, можно сказать. Допустим, мы с Тамильнаду, да, вот у нас в школе большинство учится на английском языке, но все предметы обучаются на английском языке, так что уже в тамильском языке говорим. В школе все предметы обучаются на английском языке. И если поехал в соседний штат, там тамильский язык не понимает, либо на английском надо общаться, или надо выучить их язык, да, вот. Или хинди есть, ну, так разный язык, ну, как минимум 3 языков большинство людей знает. А если кто путешествует внутри Индии или который с бизнесом занимается, они английский знают, свой язык знают и хинди знают. Поэтому для нас это не так сложно. Здесь очень большой плюс, я бы сказал, что я даже сейчас очень плохо говорю на русском языке. У меня всегда грамматика очень сильно хромает. Окончание я всегда думаю. Когда начинаю думать, очень медленно говорю. Поэтому я быстро говорю, чтобы не обращать внимания на окончание. Поэтому вот здесь люди всегда как бы не смеялись или там не критиковали, всегда помогли. И понимание относились, да, поэтому нам было легко начинать говорить. Это вот, когда ты уже больше 30 лет, стесняешь, когда кто-то скажет, что или кто-то будет смеяться, и сразу начинаешь не говорить. Этого не было в России. Это, я думаю, что большой плюс. Я даже специально попросила своих коллег на работе, если я неправильно говорю, вы, пожалуйста, не стесняйтесь меня, поправьте, пожалуйста. Я хочу как бы исправить свои ошибки, выучить язык получше. Они к этому с радостью относились, с пониманием, меня поддерживали, всегда поправляли, когда неправильно говорила. И постепенно мы как бы выучили язык. Предположим, завтра вы потеряете половину своих сбережений и впадете в депрессию. И подумайте: я хочу умереть. Закройте рот, зажмите нос вот так на 2 минуты, и ваше тело скажет: к черту деньги, я хочу жить. Я знаю, что когда Садхгуру приезжал в Россию, в том числе Санкт-Петербург, вы его там сопровождали. То есть у вас была возможность с ним лично общаться какое-то время. Какой он человек? Очень интересный человек. Он ничего не хочет. У него все хорошо. И, вот человек с огромной энергией и с радостью всегда. Вот это очень интересно. И он спит там несколько часов, 3-4 часа. И он всегда заряжен такой энергией. И это удивительно. Мы просто... ему больше 60 сейчас. И он такой энергичный. Всегда вот четко наблюдает ситуацию. Там как бы очень интересно вместе с ним быть. Мы как бы взрослые люди, опытные с точки зрения профессии. Мы бываем на разных встречах высшего уровня. А все равно, когда Садхгуру, рядом с Садхгуру находится, ты как ребенок чувствуешь себя. То есть много чего нового хочется научиться. И находясь рядом с ним или послушав его речи, можно научиться так много, что это прямо меняет жизнь, меняет мировоззрение. То есть его описать как просто гуру или просветленный человек, это как бы мало, да? О нем сказать. Он просто многогранный человек, а на самом деле, он правильно сказал, ему ничего не нужно, потому что он просветленный, и он может жить сам по себе в одиночестве, и ему хорошо, ему больше ничего не нужно. А то, что он решил сознательно поделиться этой мудростью со всем миром, это для нас просто повезло. Наверное, у него еще очень много энергии. Абсолютно. Много энергии – это мало сказано. У него и физическая энергия высокого уровня,
и духовный, который он может распространять и передать нам эту энергию. Как вы поддерживаете в себе энергию? Мы как бы занимаемся медитацией, йогой, занимаемся уже несколько лет. Управлять телом – это тоже часть цели управлять внутренней энергией. То есть одна только поддерживает другую цель. То есть обязательно надо держать тело в нужном положении, чтобы работать над энергией внутренней. Поэтому йога как бы только способствует. Это не физическое какое-то упражнение, это не фитнес на самом деле. Йога как бы помогает объединить и дух, и тело. Мы занимаемся йогой и медитацией. Различные медитации, они тоже отличаются в зависимости от цели, которые вы хотите достичь, или от вашего состояния, или времени дня. С утра одна медитация, в течение дня другая, и вечером другая подходит. Поэтому мы занимаемся и медитацией, и различные деятельности, как я говорила, это тоже помогает заряжаться, чем монотонно заниматься одним и то же. Отдых – это не всегда делать ничего, а на самом деле делать что-то другое. Это тоже заряжает нас. У вас взрослый сын, и как вы думаете, где он будет себя реализовывать? Это будет Индия или Россия? Или, может быть, еще где-то? Ну, наверное, везде, правильно сказать, потому что он индус по рождению, по происхождению, а родился в Москве, вырос в Москве лет 18, но скоро будет 19 в этом месяце. Поэтому в нем есть и индус, и русский. Он как бы такой букет. Но он пошел как финансист тоже, и как-то, может быть, генетика. Мы не заставляли, сам выбрал. Поехал в университет в Канаде. Там учится на факультете бухгалтерской финансовой специальности. Год отучил, сейчас у него академический отпуск. Он поехал в Индию, там остается на 7 месяцев на волонтерство в фонде Иша. А потом он возвращается в университет в 2019 году, и со 2-го года он будет продолжать свою учебу. То есть он решил посвятить, не буду говорить слово «потратить», скажу «посвятить» 7 месяцев своей жизни студенческой волонтерству в фонде Иша. Значит, он посчитал, что это приоритет. Да. Это показывает о том, он какое подумал, место в его жизни занимает духовный рост, наверное, да? Конечно. Это не только духовный рост, но чтобы понимали, да, обычно люди думают, духовный рост – это когда закрываешь глаза и сидишь и медитируешь. А на самом деле это отражается на все деятельности человека. Как он себя ведет, как он ведет бизнес, как он с другими общается. Это все равно духовный рост. Поэтому это только будет помогать ему учиться дальше. Ну, мы очень рады, что он этот шаг предпринимал сейчас. Если ему 19 скоро будет, в этом возрасте, если у него внутри будет стабильность, это просто, находя как волонтер 7 месяцев, когда ты знаешь, что ты ничего не получаешь, это просто самостоятельно, ты сам хотел своей жизнью на это увлекаться. Это ему даст какую-то стабильность внутри его и будет помогать в дальнейшем его развитии в жизни. Поэтому мы очень рады, что он такой шаг принял, что в этом возрасте это будет помогать ему. Не каждому предоставляется такая возможность, поэтому мы только счастливы. Какие у вас, может быть, есть планы, мечты? Что вы еще хотите предпринять? Честно говоря, у меня никогда не было планов в жизни.
Но это такой фаворит вопрос, когда приходишь на собеседование. Ну, хотя бы когда я начала карьеру, приходишь на собеседование, спрашивают, какие у вас там планы за 5 лет, где вы себя видите через 10 лет. А я всегда как бы хлопаю глазами, и у меня не было ответа на это. И комплексовала у других такие ответы, красивые, и такие планы долгосрочные, а у меня ничего нет. И сейчас я понимаю, что это очень даже правильно, и не хочу менять это никак. Я живу на сейчас 100%. Не хочу никаких планов. Пока увлекаюсь 100% во что я делаю, и мне это нравится. И хочу продолжать это делать, пока не изменятся обстоятельства. Когда изменяются обстоятельства, да, надо подумать, как менять планы. А пока никаких планов я для себя не вижу. Ну, первое время, когда мы здесь приехали, начали жить, друзья задавали вопрос в Индии или там. У меня старший брат и младший брат в Америке. Они задали, сколько лет еще ты будешь в России? Ну, я сам думал, да, надо подумать, сколько лет я еще. Мы периодически друг другу задавали вопрос, ну, сколько лет мы еще будем в России, да? И так уже больше 23 года. Но сейчас, наверное, уже не задаете этот вопрос. Не задаем этот вопрос, потому что для того, чтобы двигаться куда-то в другое место, нужен толчок. То есть здесь плохо, или тебе не нравится, тебе радикально нужно менять свою жизнь, тогда уже думаешь. А когда все хорошо и нравится, чем занимаешься, не видим стимула, чтобы менять. Я думаю, что когда внутри у меня, когда внутри все хорошо, мне вот комфортно было жить куда угодно. Вот я могу жить в Индии, в Америке, в России, в Европе. Я чувствую везде хорошо. Поэтому я не думаю, что мне надо только здесь жить, тогда будет хорошо. И такого нету. Я могу жить куда угодно, и мне везде хорошо.